Станция Митина, станция Арбатско-Покровской линии метро. Открыта в составе участка Строгино-Митина 26 декабря 2009 года. Выход на Митинскую Дубравную улицы к нескольким торговым центрам, неподалеку к Пятницкому шоссе, улице Барышиха и ландшафтному парку Митина. Станция получила такое название по одноименному району, а он в свою очередь назван в честь бывшей одноименной деревни Митина. Первое упоминание о деревне, тогда это считалось как Митин-Починок, датируется 1389 годом, завещание князя Дмитрия Донского. В течение следующих 250 лет в сохранившихся исторических документах Митин упоминается только однажды, в 1417 году, в завещании князя Василия I. Начиная с 1623 года Митин упоминается как пустошь, однако уже к середине 17 века в документах зафиксировано описание его как достаточно крупной деревни в составе монастырской вотчины Чудового монастыря. Деревня Митина вошла в состав Москвы в 1984 году. Станция открыта для жилых кварталов, жилых районов. Отправляемся дальше. Следующая конечная станция – Пятницкое шоссе. Осторожно, дверь открываются. Следующая станция – Пятницкое шоссе. The next station is Пятницкое шоссе. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует.
Станция Пятницкое шоссе, конечная станция Арбатско-Покровской линии метро. Открыта 28 декабря 2012 года. Выход на Митинскую, Муравскую улицы, Пятницкое шоссе, Ангелов переулок. Станция получила такое название по одноименному Пятницкому шоссе. Эта трасса начинается от пересечения Московской кольцевой автомобильной дороги МКАД и Волоколамского шоссе и заканчивается в районе города Солнечногорск и имеет 4 подъезда к городу Зеленоград. Шоссе получило такое название по направлению к селу Пятница на Истринском водохранилище. В древности носило название Большая Володская дорога, проходя через водораздел рек Барышиха и Сходня. С основания в 1656 году Воскресенского Новоиерусалимского монастыря путь в город Волоколамск переместился на юг. Старая дорога утратила свое прежнее значение, окончательно придя в упадок после сооружения в 1935 году Истринского водохранилища. В черту Москвы вошло в 1986 году как основная улица деревни Митино. В конце 1980-х годов на территории деревни было развернуто массовое жилищное строительство. Конец 80-х годов, самый разгар перестройки Горбачева. Хрущевки уже к тому времени прекратили строить и начали возводить уже высокие 11, 14 и 16-этажные жилые дома. А в полукилометрах восточнее Пятницкого шоссе параллельно была проложена новая магистраль, получившая неофициальное название – Новопятницкое шоссе. Достоверно или нет, но 21 февраля 1995 года Пятницкому шоссе было присвоено новое название – Митинская улица, а Новопятницкому шоссе – Пятницкое шоссе. Трасса старого Пятницкого шоссе приблизительно совпадает с трассой нынешней Митинской улицы до дома номер 41. Затем нынешняя улица отклоняется, а шоссе продолжалось на месте нынешних дворов домов 4-го микрорайона Митино. Станция открыта для жилых кварталов, жилых районов. Арбатско-Покровская линия с 2009 года носит титул «Самая длинная линия в московском метрополитене». До этого года титул носила другая линия – Серпуховско-Тимирязевская. Однако на звание данного титула претендует еще одна, другая линия – Сокольническая линия. Ведь она продолжает свое развитие. Еще одна станция – Потапова, рабочее название Новомосковская. Хотя Арбатско-Покровская линия имеет отдаленную перспективу строительство станции в районе Гальянова, пока на данный момент развитие Арбатско-Покровской линии с 2012 года завершено. Я отправляюсь дальше путешествовать по Москве. Куда? Следите на канале. С вами был я, СМЗ. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, что смотрели. Пока.